Всем привет! Хочу с вами поделиться своим рецептом массы для лепки. Масса получается замечательная, эластичная, податливая. С такой массой очень легко работать, не липнет к рукам. Подходит для заполнения молдов. Печатки четкие, без трещин. Дают незначительную усадку. Сейчас перейдем непосредственно к изготовлению массы. Нам понадобится посуда для микроволновой печи, клей ПВА, у меня на данный момент стандарт, выберите любой, какой есть. Сделаем небольшую порцию массы и возьмем 3 столовые ложки клея. Далее возьмем вазелин. 2 чайные ложки вазелина. Вазелин можно заменить растительным маслом, детским кремом. Я делаю все на глаз, так как уже пропорции знаю. Глицерина 1 чайная ложка. Добавляем 1 чайную ложку кондиционера для белья. Возьмите любой, так же, какой у вас есть. Пена для бритья. 2 таких немаленьких пшика. Вот примерно видите сколько. Ну, еще 1. Все хорошо перемешиваем. Итак, все наши жидкие компоненты хорошо смешались. Добавим крахмал. У меня на данный момент кукурузный. Также можно использовать картофельный. Добавим 5 столовых ложек. Сейчас все перемешаем и посмотрим, надо ли добавлять еще крахмал. Это в зависимости от клея. Если клей жидкий, добавляем еще крахмала ложку. Если густой, наоборот. Может понадобиться не 5 ложек, а 4. Добавляйте по 1 ложке и смотрите, перемешивайте хорошо и смотрите, что получается, какая масса. Масса должна получиться как густая сметана. Итак, продолжаем все смешивать. Все компоненты хорошо соединились. Далее отправлю в печь на 30 секунд. Вы смотрите от мощности вашей микроволновки. Поставьте на 20, на 10. Прошло 30 секунд. Масса прогрелась, загустела. Сейчас тщательно ее вымешиваем. Если у кого-то очень жидкая масса, добавьте чайную ложку крахмала. Перемешайте еще, поставьте на 10 секунд. И смотрите, экспериментируйте. Нет точного рецепта в граммах. Там столько-то этого, столько-то того. Так как клей у всех разный, крахмала разный. Также вазелин, у кого-то жидкий, у кого густой, у кого крем. Все разное. Экспериментируйте. Как пришла мне идея с пеной. В домашний пластилин детский входит крахмал и
пена для бритья, и он получается мягкий, эластичный. И вот я решила сюда добавить, и результат очень мне понравился. Я думаю, вам тоже понравится. Так, массу вымешали. И сейчас ставим микроволновку на 10 секунд. Прошло 10 секунд. Массу тщательно перемешиваем. Она уже начинает отходить от стенок, но еще липкая. Перемешиваем и ставим еще на 10 секунд. Вот тон опять смотрите, как я говорила, от мощности микроволновки. Итак, масса у нас собралась вся в комок. Прям плотная. Вот знаете, трогаешь ее, она еще как бы влажная. Поставлю еще, пожалуй, на 5 секунд и посмотрим результат, что у нас получится. Масса полностью готова. От стенок отходит. Сейчас ее достанем и будем вымешивать. Руки я предварительно ничем смазывать не буду. Посуда остается чистой. Очень приятно с ней работать. К рукам ничего не пристает. Кондиционер и пена для бритья сыграли свою роль. Масса бархатная. Приятно с ней работать. Вымешивать буду минут 10. Затем уберу в пакет без доступа воздуха. Масса отдохнет минут 30-40. И далее можно с ней работать. Масса отдохнула. Сейчас буду закладывать молды. Молды ничем предварительно не смазывала. Если будут прилипать, можно добавить, смазать маслом или припудрить крахмалом. Все отлично. Большой молд попробую заложить кусочками. Замечательно, все выходит одним целым. И сделаем еще ангелочка, глубокий молд. Все четко отпечаталось. Так, и вот что у меня получилось. Сушу я их на бумажных полотенцах. Изделия остаются ровные, никуда их не выгибают, не изгибают. Это пыталась сделать розочку. Видите, листочки держат форму. Массу я храню плотно в закрытом пакете, без доступа воздуха и при комнатной температуре. Всем спасибо за внимание. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Пробуйте, дерзайте, творите и до новых встреч. Всем пока!